Здравствуйте все на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. У меня остался один крейзи блок после пошива чехлов на лавочке. Как я шила крейзи блоки, есть видео с советами для начинающих. Я оставлю ссылку в описании под видео. Называется видео «Крейзи секреты». Размер блока 22 на 22. Я решила использовать этот блок для пошива подушки на садовые качели. Нарезала полоски из однотонной ткани шириной 5 сантиметров для создания рамочки вокруг блока. Сначала я пришиваю сверху и снизу. Так вот, пришила, отгладила. Присоединяем с двух других сторон. Пришила. И теперь обрезаем со всех сторон, выравниваем. Следующим этапом из плотной ткани я выкроила деталь по размеру заготовки. Обе детали я складываю лицом к лицу. И дальше сострачиваю замкнуто по всему периметру. Перед тем, как сострочить, детали лучше всего сколоть, чтобы не сдвигались. Прострочила. И дальше соединяем противоположные углы с помощью линейки, проводим диагональную линию. То же самое мы проделываем с двумя противоположными углами. А теперь отсоединяем детали друг от друга и верхнюю расчерченную деталь складываем строго по линии и делаем небольшую надсечку. И дальше разрезаем по начерченной линии до самого угла, не доходя до прошитой строчки, примерно 2 миллиметра. Все то же самое проделываем по остальным линиям. И теперь отворачиваем вот эти треугольники и отутюживаем. Обрезаем лишние уголки и делаем это аккуратно, чтобы не срезать проложенный шов. Опять выравниваем стороны. К осноровленной детали я опять пришиваю полоски, только на этот раз полоски уже 4,5 сантиметра. Полоски пришиты. По размеру заготовки вырезала подложку из фланели, и я сейчас простегаю эти два слоя. При желании можно сюда проложить наполнитель из тонкого синтепона, но я решила этого не делать. Подушечка летняя, и считаю, что лишняя синтетика здесь не нужна. Стежка простая, черными нитками по темным деталям. Ну вот с изнанки это хорошо видно. Верхняя деталь подушки готова. Для задней детали я взяла основу из фланели, на которую настрочила полоски из ткани, которые составляют фон для центрального блока верхней детали. Ну и вовсе не обязательно, чтобы полоски были одинаковой ширины. Как получилось, так и навырезала. Осталось соединить верхнюю и нижнюю детали. Отстрочить по периметру.
и оставить небольшое отверстие для выворачивания. Сострочила, срезы обработала швом зигзаг, острые углы срезала, уголки слегка закруглила. Края незашитого участка я также обработала швом зигзаг, чтобы они не обтрепывались на случай, если придется менять набивку. Осталось вывернуть и набить любым наполнителем. И лучше, если это будет синтетический наполнитель, чтобы можно было стирать вместе с наполнителем. У меня вот такой наполнитель. Я уже почти набила подушечку. Мне нравится этот наполнитель, не знаю, как он называется, но он не слеживается, упругий, хорошо держит форму даже при длительной эксплуатации. Ну а дальше зашиваю отверстия для выворачивания вручную потайными стежками, и подушка будет готова. Итак, подушка готова. Размер ее 40 на 40. И я сшила еще одну наволочку. Ее остается только набить. Она немного меньше, 37 на 37. И здесь я применила декоративную машинную строчку. Эти две подушки будут отличным дополнением к матрасику, который я шила на садовые качели. Вот этот матрасик. Шила его в прошлом году. Он подарен и уже в пользовании. Под видео я оставлю ссылку на эту работу. Может, кому-то интересно, как я соединяла блоки. Подушки к этому матрасику будут очень кстати. Впрочем, как и чехлы на садовые скамейки. Получился по-летнему яркий, жизнерадостный, целый дачный комплект в одном цветовом решении. И мне так понравилось, что захотелось чего-то подобного и для себя. Надеюсь, видео будет кому-то полезным. Меня смотрят и новички. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых работах. А я на этом с вами прощаюсь. До скорой встречи.